Палящее солнце выжигало африканскую саванну с какой-то особенной, яростной жестокостью. В этот год небо словно забыло о существовании земли. Ни облака, ни намека на благодатную влагу. Воздух над равниной дрожал, превращая горизонт в зыбкое марево, где небо сливалось с иссохшей почвой. Сухой ветер гнал рыжую пыль над мертвой травой, и этот шорох казался шепотом древних духов, предупреждающих о беде. Под искривленным, колоссальным баобабом, чьи ветви напоминали костлявые руки великана, стоял жеребец. Когда-то его звали Марега, ветер, на местном наречии. Когда-то он был символом мощи и свободы, его вороная шкура лоснилась на солнце, а копыта выбивали искры из камней, когда он мчался на перегонки с грозой. Теперь же это был лишь призрак коня. Изможденный, с выпирающими ребрами и впалыми боками, он едва держался на ногах. Его тело мелко дрожало от затянувшейся усталости, дыхание было тяжелым и рваным, а глаза, прежде полные огня и дерзости, потемнели от невыносимой боли. Под его копытами была лишь потрескавшаяся земля, запятнанная старыми следами крови. Марега пытался бороться, пытался рыть землю в поисках корней или влаги, но нашел лишь разочарование. Вокруг него на мили раскинулась пустота. Ни тени, ни помощи, ни надежды. Неподалеку, прислонившись к старому джипу, стоял человек по имени Чакве. Это был опытный скотовод, чье лицо за десятилетия жизни в буше превратилось в дубленую маску из морщин. Его взгляд, привыкший смотреть на жизнь через призму выживания, был холоден и пуст. Чакве не был злым человеком в обычном понимании, но саванна научила его жестокой арифметике. Если ресурс не приносит пользы, он становится обузой. Слабые не выживают. Марего. Пробормотал он, и его голос прозвучал, как сухой треск сломанной ветки. Ты съел последний овес. Ты выпил воду, которая нужна телятам. От сломанного зверя нет прока. Он подошел к жеребцу. Марега слабо вскинул голову, в его глазах на мгновение вспыхнул прежний узнаваемый блеск, тень доверия к человеку, который когда-то кормил его с ладони. Но Чакве не ответил на этот взгляд. Он решительно затянул толстую кожаную веревку на шее жеребца и привязал ее к массивному стволу баобаба. Узел был сложным, морским, затянутым на совесть, без единого шанса на спасение. Чакве сел в машину. Мотор взревел, подняв облако едкого дыма. Он уехал, не оглянувшись, оставив коня на растерзание неизбежному. В зеркале заднего вида он видел лишь одинокий силуэт дерева и неподвижную фигуру того, кто когда-то был его гордостью. С наступлением сумерек саванна преобразилась. Жара сменилась обманчивой прохладой, а тишина наполнилась звуками охоты. В темноте, за границей видимости, загорелись первые огни. Это не были звезды, это были янтарные глаза, отражающие слабый свет луны. Сначала одна пара, затем еще 2, 5, 7. Прайд. Львы двигались бесшумно, словно сами тени отделились от кустов акации. Они не торопились. Чуя запах старой крови от сбитых копыт и сладковатый аромат животного страха, стая медленно сжимала кольцо.
Воздух вокруг Баобаба стал густым, тяжелым, пропитанным предчувствием смерти. Марега почувствовал их задолго до того, как увидел. Его инстинкты, притупленные голодом, внезапно обострились. Конь рванулся. Могучий порыв заставил его мышцы натянуться до предела. Он рыл землю копытами, пытаясь встать на дыбы, нанести удар, убежать, но кожаный ремень лишь глубже впивался в горло, перекрывая доступ к кислороду. Каждая попытка освободиться приносила новую вспышку боли. Каждое движение превращалось в акт отчаяния. Львы подходили все ближе. Один из них, огромный самец с изорванным ухом и гривой, темный, как сама ночь, вышел вперед. Его уверенность была пугающе спокойной. Он был королем этих земель и знал, добыча никуда не денется. Он остановился в 5 метрах, припадая к земле и готовясь к финальному прыжку. Но в эту ночь у судьбы были другие планы. В нескольких километрах от Баобаба, в небольшом лагере, Калима не находила себе места. Ветеринар по образованию и дочь вождя местного племени по рождению, она всегда чувствовала связь с этой землей, которую не могли стереть годы учебы в Европе. Она знала Чакве и знала его жестокую практичность. Когда она увидела пустой загон и избегающий взгляд скотовода в деревне, ее сердце сжалось. «Где Марега?» — спросила она его вечером. «Он ушел к предкам, Калима». «Саванна забрала его», — ответил Чакве, глядя в сторону. Калима не поверила ни единому слову. Она знала, где находится место прощания Чакве, старый Баобаб у высохшего русла реки. Схватив свою сумку с медикаментами и фонарь, она вскочила на своего верного Мерина и пустила его в галоп под покровом ночи. Она слышала рык львов еще до того, как увидела дерево. Сердце колотилось в ритм копытом. Выскочив на поляну, она увидела жуткую картину. Марега, припавший на передние ноги, и огромный самец льва, уже напрягший мышцы для прыжка. «Назад!» — закричала она, направляя своего коня прямо в центр круга. Свет ее мощного фонаря разрезал тьму, ослепляя хищников. Львы недовольно зарычали, приседая и скаля клыки, но внезапность появления человека и яркий свет заставили их на секунду замешкаться. Калима спрыгнула на землю, не дожидаясь, пока ее конь остановится. Она знала, что у нее есть не более 30 секунд, пока львы не оправятся от шока. «Тише, мальчик, тише», — шептала она, бросаясь к Марега. Жеребец был в полуобморочном состоянии. Узел на его шее от натяжения превратился в камень. Пальцы Калимы судорожно пытались подцепить кожаную ленту, но та впилась в плоть. Львы за ее спиной начали обходить ее с 2 сторон. Самец издал низкий вибрирующий рык, от которого дрожали кости. «Нет времени на страх», — приказала она себе. Она выхватила из-за пояса охотничий нож. Лезвие, отточенное до блеска, скользнуло под ремень. Кожа была сухой и твердой, как дерево. Калима надавила всем весом, чувствуя, как лев позади нее делает первый пробный шаг. Хруст. Ремень лопнул. Марега, внезапно лишившись опоры, едва не рухнул, но Калима подхватила его за недоуздок. Она встала в полный рост между конем и прайдом, подняв над головой горящую ветку, которую успела поджечь от заранее приготовленного факела.
Лидер стаи сделал шаг вперед. Его глаза сузились. В этот момент Калима не отвела взгляда. В ней не было страха жертвы. В ней была ярость защитника. Она видела в глазах льва отражение первобытной силы, но ее собственная воля в этот миг оказалась крепче. Старый лев замер. Он почувствовал нечто, чего не понимал, абсолютную готовность человека умереть, но не отступить. И этого краткого мгновения хватило. Лев медленно, сохраняя достоинство, отступил на шаг, а затем развернулся и исчез в тени. Остальная стая последовала за ним. Мариго сделал шаг. Потом еще один. Его ноги подкашивались, но Калима держала его, шепча слова поддержки на языке своего народа. Они медленно побрели сквозь ночь. Позже, в деревенской клинике, начался настоящий бой за жизнь. Старая ветеринар Нира, наставница Калимы, только покачала головой, увидев состояние коня. «Его тело — это карта страданий, дочка. Зачем тебе это? Он может никогда не поскакать снова. Тело заживет, Нира». «Важно, чтобы ожила душа», — ответила Калима, промывая раны на шее жеребца. Следующие недели стали испытанием для обоих. Лекарства боролись с инфекцией и истощением, но настоящую магию совершало присутствие Калимы. Она спала в конюшне на охапке солоны, чтобы Марега, просыпаясь в кошмарах, видел, что он не один. Она говорила с ним часами, рассказывая о дождях, которые обязательно придут, о зеленых лугах и о том, что мир — это не только веревка и кнут. Сначала Марега начал принимать пищу из ее рук. Затем он впервые за долгое время поднял голову и тихо заржал, когда она вошла утром. Его глаза начали менять цвет от тусклого пепла к глубокому, блестящему агату. Однажды утром, когда туман еще стелился по земле, Марега сам подошел к Калиме и ткнулся бархатным носом в ее плечо. Это был момент истины. Он больше не боялся человека. Он снова доверял. Прошло 3 месяца. Саванна преобразилась. Первые грозы омыли землю, и она ответила взрывом изумрудной зелени. Воздух был наполнен ароматом мокрой земли и цветущей акации. Калима вывела жеребца на окраину равнины. Марега теперь выглядел иначе. Его мышцы окрепли и перекатывались под кожей, грива отросла и развивалась на ветру. Он стоял, чутко раздувая ноздри, вдыхая запахи свободы. Калима сняла с него недоуздок. Последняя нить, связывающая его с миром людей, упала в траву. «Иди, Марега. Ты — ветер, а ветер нельзя привязать к дереву». Конь замер на мгновение, оглянувшись на женщину. В его взгляде была бесконечная благодарность, которую не опишешь словами. Затем он резко развернулся и сорвался с места. Это был не просто бег. Это был танец триумфа. Могучие копыта вминали сочную траву. Хвост развивался, как знамя. Он мчался туда, где небо обнимало землю, становясь все меньше и меньше, пока не превратился в крошечную точку на горизонте. Калима долго смотрела ему вслед, и по ее лицу катились слезы. Не от грусти, а от осознания чего-то великого. Она знала, что спасла не просто животное. В ту ночь под Баобабом
Она спасла веру в то, что сострадание сильнее смерти. Иногда все, что нужно этому миру, это всего один шанс. Один человек, который не побоится посмотреть в глаза льву. Один поступок, который докажет: пока в сердце живет милосердие, даже самая темная ночь обязательно закончится рассветом.